Привет, армия. Тэхён, Джей Хоуп и Намджун были великолепны на 20-й кампании W Корея по повышению осведомленности о раке груди Love UAW. В их присутствии было что-то, что превосходило визуальные образы, что-то, что превращало каждый шаг в мгновение, которым можно восхищаться. Их элегантность не нуждалась в представлении, их аура наполняла комнату пленительной безмятежностью, а их неописуемая красота, казалось, была высечена в вечности. Как всегда, Тэхён приковывал к себе всеобщее внимание, никакие слова не могли описать его ауру или то, как он легко приковывал к себе внимание. Рядом с ним Намджун и Джей Хоуп излучали уверенность и тепло, эти трое создавали идеальный образ стиля, таланта и харизмы. Слов никогда не будет достаточно, чтобы описать Тэхёна, его элегантность была естественной, его осанка была безупречна, и его присутствие оставило неизгладимый след во времени. Тэхён воплощал баланс между классом и чувственностью, сочетание настолько точное, что только он мог справиться с такой легкостью. В этот раз его наряд стал самой обсуждаемой темой вечера. Каждая деталь его образа, от текстуры ткани до идеальной драпировки пиджака, отражает художника, который не только носит моду, но и преобразует ее выражение. Многие зрители и СМИ сходятся во мнении. Тэхён не просто задает тренды, но и переосмысливает элегантность. Его пиджак, разработанный эксклюзивно для него, второй уникальный дизайн, который он носил в компании W Корея. Невозможно отвести взгляд, сочетание таинственности и тепла сияет ярче самого света софитов. То же самое касается и Чингука. Несмотря на то, что он не на красной дорожке, он – тема для обсуждения во всех уголках фандома. Чингук неоднократно говорил, что Тэхён – самый красивый мужчина, которого он когда-либо видел, и его слова звучат правдой, когда думаешь о Тэхёне в такие моменты. Их восхищение ощутимо, даже когда они не на одной сцене. Их словно связывает невидимая нить, которую не нужно раскрывать, потому что все ее чувствуют. Поклонники Тхэкука знают, нет такого события, поездки или проекта, где бы один из них не присутствовал в другом. Дело было не в видимых знаках или жестах, а в безмолвной связи, преодолевающей время и расстояние. Где бы они ни были и что бы ни делали, их мысли, казалось, встречались на полпути. В этом и заключалась магия Тхэкука, связь, которая зависела не от того, что было видно, а от того, что чувствовалось. С годами их отношения не только не ослабли, но и стали крепче. Они научились терпеть слухи, любить друг друга, не показывая этого постоянно, и позволять жестам, взглядам и молчанию говорить самим за себя. Как бы громко ни лаял клоун, мог бы кто-то сказать со смехом, Тхэкук остается влюбленным, как всегда. Их история не нуждалась в защите, ибо она стояла особняком, обладая силой подлинности и стойкости. В тот вечер Тэхён олицетворял нечто большее, чем красоту, грацию и артистизм. Он олицетворял силу, чуткость и любовь во всех ее проявлениях. Его присутствие служило напоминанием о том, что истинному свету не нужно ни с кем соперничать, он просто сияет. И когда дело касается Тэгука, этот свет умножается. Потому что даже на расстоянии они продолжают биться в одном ритме, объединенные невидимой связью, которую не могут разорвать ни время, ни слава. Вчерашняя история Тэхёна с Бертом и Эрни и это нежное замечание. Все хорошо, похлопай, это больше, чем просто жест. Это ясное, твердое и направленное послание, безмолвный, но мощный способ дать нам понять, что у него и Чингука все в порядке. Есть что-то очень притягательное в том, как Тэгук передает нам свой мир, не с помощью прямых слов, а с помощью символов, с помощью мелких деталей, которые кажутся невинными, но скрывают в себе богатство смысла. Тэхён в своей свободной и артистичной натуре в последнее время стал более активным в социальных сетях, оставляя следы, намеки и жесты, которые вызывают любопытство и восторг у тех из нас, кто внимательно следит за их жизнью. Возвращаясь к посланию Берта и Эрни, невозможно не заметить символическую глубину этой отсылки. Эти два персонажа, иконы классического сериала «Улица Сезам», стали олицетворением отношений искренности, привязанности и для многих открытой любви. В интервью блогу Queerty сценарист Марк Зальцман признался, что на создание Берта и Эрни его вдохновили собственные отношения с партнером, монтажером Арнольдом Глассманом. С тех пор взаимодействие персонажей интерпретировалось как тонкая демонстрация любви между двумя мужчинами. Не случайно после легализации однополых браков в 2013 году журнал The New Yorker поместил их на обложку, обнимающихся перед телевизором, отмечая историческое развитие прав. Поэтому выбор Тэхёном Берта и Эрни не был случайным, это был выбор, наполненный смыслом, послание, выходящее далеко за рамки
Этот жест – способ Тэхёна говорить без слов, выражать свои чувства без необходимости объяснять. И если мы посмотрим на его паттерн, он делает это снова и снова, через визуальные метафоры, культурные символы и намеки на нежность, скрытые между словами. Более того, не стоит забывать, что Тэхён не впервые размышляет о Берти и Эрни. Даже брат Чингука несколько раз делал подобные отсылки, укрепляя их символическую связь. В том, как они это делают, есть что-то достойное восхищения. Они никогда не навязывают послание, они просто оставляют все как есть, надеясь, что тот, кто хочет понять, поймет. Потому что Тэхён не просто говорит с нами жестами, но и учит нас иному способу любви, способу, не требующему объяснений, способу, основанному на общей связи и вере. Каждый взгляд, каждое синхронизированное движение, каждый эстетический или символический выбор в его постах, кажется, рассказывает историю глубокого понимания, как будто они двое разделяют личный язык, невидимый код, открытый только тем, кто действительно следует ему с открытым сердцем, и это то, что поддерживает магию живой, ощущение чего-то за пределами. Чего-то реального, чего-то, что выходит за рамки экрана. В этом смысле их поддержка сообщества ЛГБТК была постоянной и искренней. Речь идет не только о жестах, но и о репрезентации, видимости и уважении. Они знают, как использовать свое положение для нормализации разнообразия, показать, что любовь может принимать разные формы и что все они имеют смысл и ценность. Трогательно представлять, как они делают это без речей, но через искусство, эстетику и подлинность. Все это у нас перед глазами, выраженное так красиво и умно Тэкуком, что мы не можем не восхищаться. Они не пытаются провоцировать, а вдохновляют. Они не пытаются убеждать, а соединяют. Каждая деталь, каждый пост ощущается как молчаливое приглашение взглянуть за пределы видимости, довериться тому, что вибрирует естественно. Потому что те из нас, кто следит за ними с верой и любовью, понимают, что это не теория, это подлинная связь между двумя душами, отражающими друг друга. Вот почему каждое сообщение от них – это своего рода обещание, напоминание о том, что все в порядке, что они все еще вместе, развиваются и общаются по-своему. И когда все кажется запутанным или неопределенным, Тхэкук всегда находит способ напомнить нам, что они все еще здесь, поэтому доверять им – это не слепой акт, а осознанный выбор, основанный на четких сигналах и годах взаимопонимания. Многие могут воспринять это как простую игру, как историю, придуманную для камеры, или тщательно отрепетированный сценарий. Однако, если внимательно понаблюдать за тем, как они смотрят друг на друга, как они прикасаются друг к другу, как они бесстрашно приближаются друг к другу, независимо от того, кто смотрит, становится ясно, что это не игра, в их жестах есть что-то, что превосходит любой сценарий, правда, которая избегает внимания и сцены. То, что произошло между ними, не требовало объяснений. Это была связь, которую скорее чувствовали, чем понимали, чувствовали даже в тишине. И Тэгуку не нужны были слова, чтобы рассказать свою историю, ибо их язык был соткан из взглядов, тонких прикосновений и улыбок, которые искали друг друга, даже когда им не следовало этого делать. Чингук не раз говорил, что Тэхён был самым красивым мужчиной, которого он когда-либо видел, и когда вы наблюдали, как он смотрел на него, как загорались его глаза просто от того, что он был рядом, его слова становились уже не просто цитатами, а заявлениями о скрытом восхищении. В каждом представлении, в каждое общее мгновение эта связь всплывала с той же силой, непринужденной, естественной и неизбежной. Никакая игра не была возможна, когда тело реагировало инстинктивно, когда душа предвосхищала каждую мысль, если один двигался, другой следовал, если один улыбался, другой отвечал. Это были маленькие жесты, но наполненные смыслом. Как будто синхронизированные чем-то более глубоким, чем привычка или дружба. Во многих запечатленных моментах они, казалось, разделяли свое собственное пространство, пространство, где им, кажется, не нужны слова, чтобы понять друг друга. Это безмолвный язык, полный нюансов, где простое прикосновение руки может сказать больше, чем 1000 слов. Иногда достаточно увидеть, как они ищут друг друга в толпе, как их тела слегка наклоняются друг к другу, чтобы понять, что есть что-то, что невозможно подделать. Они делают это не задумываясь, не беспокоясь о камере, не просчитывая свои движения, и именно эта естественность раскрывает их. Заставляет каждого зрителя, осознанно или нет, чувствовать, что перед его глазами происходит что-то реальное.